Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Сегодня у меня нет никаких планов на текущий ролик, поэтому никаких планов тупо мочим. Я вижу, здесь есть прикольные реликвии, и у меня есть даже несколько планов, отталкиваясь от этих реликвий. Во-первых, жезл Кира. Можно было бы попробовать снова записать вам контент в виде троллей плюс луна Керри. Также я вижу, здесь есть гнездо Маморы, что тоже отлично, как бы, ну... Это прям то, что доктор прописал. Если до 10 раунда ко мне придет Манки Кинг, либо же Антимаг, можно попробовать записать гритеров. А можно еще, знаете, что сделать? Если, конечно, пандочка придет мне какая-то, то можно эту панду забузить будет через гнездо Маморы. Например, приходит какой-то мне Эмбер с этой панды. И обузим. По максимуму обузим. Мамора, Эмбер в тройку собрал, поставил себе 6 убийц, 4 ведьмака и взрывает всех и вся. Наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, вот так вот сделаю сейчас. Я куплю Гримтача, поставлю Лину. Палочку возьму, потому что если я хочу через глиттеров играть, естественно, эта палочка-выручалочка мне пригодится. К дополнению к Манки Кингу палочка-выручалочка будет самое то. Что-то еще хотел такое сказать. На самом деле, мне бы хотелось еще на убийцах сыграть, вот реально. Но для того, чтобы на убийце сыграть, надо слишком много. Не факт, что получится. Ну, короче, план таков. Гриттеры через обуз гнезда Маморы, через Манки Кинга, естественно, и Антимага. Луну можно будет обузить через жезл Кира. И вот тут есть, конечно, небольшая загвоздка. Если я хочу попробовать Манки Кинга либо же Антимага забузить, то, соответственно, мне нужно до 10 раунда взять 6-й. То есть за пару раундов мне нужно взять 5-й, потом 6-й, чтобы у меня был шанс, ну, я в него особо не верю, конечно, но все-таки надежда умирает последней. Поэтому если этих 7% на фиолетовую фигуру сработают, то у меня будет, значит, Манки Кинг либо же Антимаг, если, естественно, кто-то один из них придет. А так, ну, как-то, не знаю, короче, не знаю. Будем надеяться, что придет нужная фигура. Так что будем отталкиваться от нее. Короче, ждем фиолетовую фигуру и отталкиваемся от нее. Правильно? Правильно. И возьму кристалл маны. По длину самое то. И, знаете, я как-то в особо панду не верю. Возьму вот так вот уровень. Наверное, кстати, Гримтача продам, поставлю пока гритеров. На гритерах, конечно, сейчас довольно-таки трудно стартовать, потому что нет вот этого вот шанса срабатывания на тюрьму, но ничего страшного. Есть, кстати, еще орки. Можно было бы попробовать богов-орков записать. Я давненько на них не играл. Я вот только играл только тогда на стриме на них, на богах-орках. А до этого я на богах-орках давненько не играл. Не знаю. А что думаете? Записать богов-орков? Давайте так. 50 лайков под этим роликом, и я запишу богов-орков. Договорились? Договорились. Все. От вас 50 лайков, соответственно, от меня контент. Ну, если, естественно, хотите увидеть богов-орков. Потому что довольно-таки противоречивая синергия сейчас. Почему противоречивая? Это потому, что в текущей мете довольно-таки сложно на них играть. Слишком много предметов. Ну как слишком? Есть два важных предмета, которые вам кровь из носа необходимы. Это бусы 3-го тира и, соответственно, посох 3-го тира. И вот посох 3-го тира даже намного больше необходим, нежели бусы 3-го тира. Потому что, в принципе, вы можете сделать следующим образом. То есть, если вы будете играть через богов-орков, и у вас будет Джаггер с посохом 3-го тира, вы можете поставить чернокнижников. Соответственно, пока что компенсировать себе чернокнижниками недостаток именно этих бус. В принципе, неплохо. Либо же у вас будет жрица и трен, который будут вас хилить. Тоже вы можете компенсировать себе этим отхил, но на самом деле это, ну, как-то это такое себе. Я бы, кстати, мог сейчас полстола распродать. Что я, наверное, сделаю. И возьму 6-й уровень. Чем раньше возьму 6-й уровень, тем лучше будет для меня. У меня тогда будет призрачная надежда на фиолетовую фигуру. Раннюю. По крайней мере, более-менее адекватную. Я, конечно, сейчас из денег вышел. И фигуру не доставлю. Но... Ну и ладно. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Правильно? Правильно. Надеюсь, конечно, это не ошибка будет у меня. Так, вижу, там уже Драгунайт пришел молодому. Я, конечно, Драгунайта не особо вижу. Верю, точнее, в него. Но, в принципе, если Драгунайта взять в троечку, собрать, это будет прям
Я давненько, кстати, не реализовывал короля драконов. Надо будет как-то попробовать реализовать короля драконов. Это намек? Червяк пришел, это намек? Я думаю, это намек. Можно снайпера взять. Вместо тиника. Или лучше пусть у меня хоть какая-то стенка будет. Можно было бы вообще Марси взять, но у меня тогда не будет ник. Серьезно? Антимаг? На 7-м раунде? На 5-м уровне? Угу. Это тяжелое вздыхание, да? Вот почему я все время говорю, что есть призрачная надежда, когда ты на 6-м уровне имеешь 7% шанс, а не 2%. Хотя какая разница, у чувака на 5-м уровне 2% шанс на фиолетовую фигуру, но все равно нашел эту фиолетовую фигуру, у меня 7% шанс пока ничего не нашел. Поэтому я и говорю, что это, скорее всего, все бред. Опа. А у меня есть некоторые идеи теперь другие. Смотрите, во-первых, можно было бы сыграть здесь еще и на инсектоидах теперь. Раз мне пришел ранний орк-жрец, то можно сыграть и на инсектоидах еще. Но так как я на инсектоидах уже много раз показывал свой геймплей, я много раз показывал вам не только инсектоидов, в принципе. Да и не только я вам показывал инсектоидов. Я думаю, в каждом лобби сейчас есть инсектоиды, поэтому... Не буду сегодня на инсектоидах играть, ладно, бред. Контент есть контент, надо его разбавлять. Разбавить. Надо разбавлять контент, поэтому не буду играть на инсектоидах. Не буду играть на инсектоидах. Даже если будет хорошо идти, я не буду играть на инсектоидах. Все, я целенаправленно хочу что-то другое собрать. Хочу что-то другое собрать, целенаправленно. Поэтому буду целенаправленно стараться собирать что-то другое. Боже, там у чувака столько двоек. Еще и 21 монета у него. Ранний лустрик, сразу как мы, да, замечаем. Идеальный лустрик, я бы сказал. Начинаем лустрик вести с 7-го раунда. Серьезно? Эмбер? Прикольно. Мне хочется еще пару слов сказать про то, что ему Эмбер выпал. Хочется. Но не буду. Завидовать плохо. Надеюсь, конечно, Мамора ему не упадет. Если у него упадет Мамора, то все. Это все. Это финита комедия будет. Ты чё так много волков расплодил? Это что, сумерки или что? Так много волков. Ауф. Оружец уже присумонил 2 персонажей. Кайф. Слышь ты, свинзавод, успокойся сумонить. Боже, он еще и в конце присумонил свинзавод свой. Минус 10 мне на лицо выкатил. Свинзавод. Мне что-то так подозрительно... Жрецы идут. Это в действительности как-то, ну, подозрительно. Неужели они хотят, чтобы я сыграл на жрецах? Я, кстати, думаю выйти в 20 монет, поэтому я думаю мартретку продать. И продать вот этого тролля жреца. Да, я выйду в 20 монет. Так как я играю сейчас на лустрике, мне нужно максимально выйти быстро в 50 монет. Надеюсь, конечно, на гнездо Мамора сейчас. На самом деле, если приходит сейчас гнездо Мамора, я закидываю орк-жреца в гнездо Мамора, и я могу играть либо же через богов орков, и через суммона этого орка-жреца, либо же я могу играть через просто жрецов. Но если придет Мамора. Если приходит Мамора, то все, это по-любому либо будут боги-орки через орка-жреца, либо же это будут боги-жрецы. Второй вариант мне больше даже нравится, так что упала. Блин! Поспешил. Я поспешил немного. Короче, на реликвиях сейчас есть небольшой лайфхак. Там, где вот этот вот рандомный сундук был, там можно увидеть, какой предмет вам упадет. Там надпись меняется в цвете. И, соответственно, можно немножечко догадаться, какой предмет вам упадет. То есть, в данном случае здесь реликвий всего лишь несколько. Сейчас, секундочку. Подождите.
всего лишь есть реликвия синего цвета и зеленого цвета в этой карточке. И, соответственно, если бы там была какая-то из этих реликвий, то была бы, соответственно, надпись была бы такого же цвета. То есть она была бы синей, либо зеленой. Поэтому пользуйтесь этим лайфхаком. Мне о нем писали в комментариях, поэтому я делюсь с вами. И спасибо подписчикам за то, что такие ценные комментарии мне пишете. Это реально хороший лайфхак. То, что я, конечно, немного поспешил, это прям огорчение. Огорчение, потому что не надо было мне спешить. Я так понимаю, никому не упало гнездо Маморы, что, слава богу, никто не будет абузить ее со старта. Это меня радует. Да и многие, на самом деле, даже еще не выбрали. Говорю. Не выбрали реликвию. Я поспешил, потому что... Ну, просто поспешил, ладно. Мне нет оправдания, я просто поспешил. И все, нет оправдания здесь. Поспешил. Все. Вот и все. Убийца с двойкой мартреткой, с 30 монет, с фул убийцами через волшебников. Конечно, конечно. Да, это тут, походу, будут жрецы. Похоже, тут будут в действительности жрецы, потому что как-то они хорошо идут. Как-то не очень даже хорошо идут. Это аж очень подозрительно. Когда у меня будет стол более-менее сильный, я завязу эту косу. А, вот оно, гнездо есть. А что в гнезде? А гнезда нет. А гнездо он не ставит. А почему? Никого обузить, типа, поэтому не ставят. Ну ладно. Это как бы его выбор. Обидно, что у меня 4 банки всего лишь. Колечко. Пойдет. Пойдет колечко. Пока что пойдет. На самом деле, я вот более-менее рад, что вот этому молодому человеку не упало гнездо Мамора. Я бы не хотел увидеть Эбора в тройку. Вот не хотел бы и все. Он бы взрывал бы меня, будь здоров. Смотрите, как гритеры залагали. Куда... У меня нет слов. У меня нет слов, у меня одни эмоции. Я сидел себе спокойно на ноустрике. Пришел вот этот чел Сай через убит. И в итоге он проиграл мне. Ты что, издеваешься? Ты можешь усилить свой стол для начала? 6 рыцарей, 3 человека, 3 дракона. Неплохо, 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 понимаю. Я когда-то пытался на рыцаря сыграть, и я 6 рыцарей собрал на 29-м раунде, поэтому... Как-то так. А откуда у тебя 2 антимага? Я-то одного антимага у него стырил, но откуда у него 2 антимага? А, ну это тот же атом, который нашел на пятом уровне себе антимага, точно. Точно. Помните, я говорил, что не влияет как бы уровень, вот реально не влияет. И вот атом это доказал еще раз. У него 2 антимага, при этом у него есть деньги. Сколько у него там денег сейчас? У него 35 монет, при этом у него 2 антимага есть. Угу. И 7 уровень. На минуточку. Скилл. Скиллуха. Я на секундочку даже подумал, что я сейчас откисну от мобов. У меня было такое, знаете, ощущение. Веское ощущение. Но, слава богу, нет. Если бы я от мобов откис. Ух. На самом деле, нельзя от мобов откисать. Еще и Monkey King пришел. Опа, сюда. Это нам надо. Рок войны под этим жрецом — это то, что доктор прописал. Это то, что доктор прописал. Не знаю, взять или не взять их. Как бы Monkey King — это ценная боевая единица. Но хочу ли я этого? Так,
колечко. Это, ну, точнее... Короче, этот камушек берем на ману. Пойдет. Короче, это будут боги-жрецы. Все, я уже решил. Это боги-жрецы будут. Уж больно хорошо они мне идут для того, чтобы не играть на них. Больно хорошо идут. Минус то, что я поспешил с артефактом. Вот это вот в действительности минус. Мне надо было немного подождать и взять артефакт вот этого 3-го тира. Может быть, там какие-то бусы бы упали. Может быть, там упало волшебное зеркало. Либо же там какой-то дебаф упал бы там на безоруж, например. Потому что против убийц мне безоруж поможет. Так как там убийца такой довольно-таки серьезный парень. У него хорошо, что сейчас по предметам не очень. Но, в принципе, я же говорю, что мне бы зашло. А безоруж там. Шар бездны зашел бы, потому что я тут вижу есть... Я там вижу есть маг. Гнездо Мамора. А чё он гнездо Мамора не юзает? Чё я не понимаю некоторых мувов этих людей. Кстати, я 8-й взял. 8-й взял, потому что так надо. Я немного опасался этого зверя, но, судя по всему, зря. Так, Сай прервал победную серию. Это тут чел на Эмбере. Не... А... а как ты это сделал? У него шмот сейчас, ну, голимый. Реально голимый шмот. Но как он это сделал? Как он себе собрал Эмбера в 2 звезды? Дай номер своего дьявола, я тоже хочу как бы с ним пообщаться. Мне тоже нужно как бы вот так вот ролить, как ты. У меня, кстати, сейчас ситуация более-менее хорошая. Я думаю, все-таки 9 уровень взять. На 9 уровне у меня будет пик моих сил. Пик моих жрецов. Поэтому... Почему я говорю, что у меня будет пик моих жрецов? Потому что у меня будет 9 уровень. У меня будет 3 слота свободных. У меня будут 3 жреца, которых я буду постоянно апать. Мне другие жрецы, по сути, не нужны. Мне нужна вот эта жрица на отхил, мне нужен вот этот нежить-жрец, и мне нужен орк-жрец. Это самые мейновые мои фигуры. Поэтому берем 9, достигаем своего капа, а потом просто апгрейдим фигуры. У меня будет 20% шанс на фиолетовую фигуру. Чил, имея 40 монет, находится Зевса. Один находит себе эмберов. На самом деле, я даже не опасаюсь этого Зевса. Я больше всего опасаюсь это чела, у которого есть эмбер в 2 звезды. Вот этого действительно я опасаюсь. Сейчас, кстати, как назло, они будут находить медальон 1-го тира с 1-го раза. Вот как назло. Так, стырил Зевса у него. Хорош. Такой мне нравится. Такой мы одобряем. Так, а вот такое мы не одобряем. Нормально он мне так испепелил. Но это все из-за того, что у меня пока что стол слабый. Может... Ну, Doom хорошая тема на самом деле. Я даже думаю, можно будет, когда я вырасту в капе, там соберу пару троек, то собрать себе Дума дополнительно. Минус от хил плюс сайленс как бы лишним не будет. Хм. 26 хп. У меня пока что есть баночки, как бы, и 26 хп. Не сдохни только. Не сдохни только, я тебя молю. Так, хорошо. Гнездо Мамора это отлично. Я сейчас возьму 9 и паролю немного, чтобы найти. Так, орк, жрец есть, отлично.
Не отлично то, что я вышел из инкама. Вот это вот прям грусть-печаль. Не знаю, я пока что, наверное, вот этого духа жреца оставлю. Хотя, если объективно посудить, то не особо он даже мне нужен. Давай, 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 давай. Давай, дорогуша, не подведи меня. Орк-шаман. Ладно, не хочу орка-шамана. Хотя, на самом деле, лучше бы я, наверное, взял этого орка-шамана. Но мне есть фигуры более важные. Хотя, не знаю. Наверное, лучше было, чтобы я взял его. Он просто бы сейчас не был для меня особо важной фигурой. Он больше был бы для меня как груз. Короче, посмотрим пока что. Я вот больше опасаюсь это вот этого вот молодого. С Эмбера в двойку. У меня Грангераль стырил скилл только что Эмбера. Единственное, конечно, он сдох, но пойдет. 10 тысяч урона молодой нанес. Нормально, нормально. Хорош. И 63 монеты имеет. Еще и по хпшке норм. Нормально. Пойдет пока что. А неплохо мне орк-шаман идет. 0 из 9. Понял, спасибо. Спасибо, Мамора. Спасибо. На самом деле, я бы не отказался от Зевса. В принципе. Ну, из-за того, что у меня нет денег сейчас, я поэтому орка-шамана не беру. Я элементарно не успею выйти в 10 уровень. Мне вот этого орка-жреца в двойку найти. Он будет суммонить двузвездочные фигуры, и у меня будет шансы на победу больше намного, чем сейчас имею. Да и дрить-мадрить, где ты находишься, орк-жрец? Все приходит, но не приходит то, что мне конкретно сейчас надо. Вот реально. Закон подлости во всей красе. Еще и Мамора не апается. 0 из 9, 3 раунда уже. Пу-пу-пу-пу. Грангераль скиллом Эмбера. Надо, кстати, посмотреть, сколько он урона нанесет. Там же минимальная КД будет около 2 секунд, если не ошибаюсь. У Грангеральда. Фух. Я сейчас не особо хочу проигрывать. Да иди ты в баню, а? Зато хоть Мамора 2 из 9, спасибо на это. За один раунд, кстати, 2 раза апнулось. На 23-м раунде у меня было 0 из 9. А на 24-м, вот на начало, у меня стало 2 из 9. Да, без денег, конечно, грустненько. Нормас. Энигм. Обидно. Обидно, что он только что такую толпу народа загасил своим Джакиром. Я рассчитывал, что я нанесу ему побольше урона. Не ожидал, что Джакир его возьмет, так ваншотнет моих ребятишек. В Маморе у меня сейчас орк-жрец в двоечку. Неплохо, неплохо. Пока что. Пока что неплохо. Ну, этот страж мне вообще не нужен. Я уже немного жалею о том, что я орка-шамана не покупал. У меня было бы сейчас, по сути, 2 орка-шамана. Хотя, на самом деле, если бы я его захотел собрать, то вряд ли бы я его собрал. Тут в обычных играх, когда ты апаешь ранний 10 уровень, не можешь его собрать в двоечку.
А тут-то и подавно вряд ли бы я ее собрал. Мне Зевс даже не приходит сейчас. Пожалуйста, нет. Нет, Кисай, живи! Живи! Жить хочу! Не души! Живи, 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 живи! Отлично. Цепочка имба. На 5 секунд чисто по чили чилу даю. Была бы у меня эта жрица в 3 звезды, было бы вообще шикарно. Ё! Там, ну как? Ситуация очень плохая сейчас у меня. Сейчас поймете почему. Я думаю, многие уже заметили почему. Я там на мгновение открывал только что список ребят. Шарбезный я возьму. Там маг есть, поэтому против мага мне надо как-то жить. Мне надо как-то против мага этого жить. 3 из 9 Мора. Но я вряд ли ее соберу в тройку через Мамору. Вряд ли. Смотрите, какой там инсектоид. У него еще импресска была. На 8 уровне наролил импресску. Не, ну мне грех жаловаться. Мне столько легендарок сейчас приходило, что если бы я сейчас жаловался на то, что мне реально плохо приходило по легендаркам, то такое себе. Ну просто нужно легендарки не было. Но я надеюсь... Тварь, он еще и ко мне пришел. У меня 51 хп, пожалуйста. Только не на все лицо, только не на все лицо. Я тебя молю. Да сдохните вы быстрее, хватит так жить. Минус 25. Ладно, все. Это уже невозможно терпеть, поэтому я продал Мамору. Слишком долго она лапается. Слишком. Я, кстати, немножко всех назад поставлю из-за того, что там есть 9 магов. Просто закон подлости во всей красе. Мне нужен орк-жрец, он не приходит. Зато приходит орк-шаман, Джакира, орк-чернокнижник. Во! Зато орк-жрец... Зачем он мне нужен, верно? Естественно. Давай спам побольше. Побольше спама, чтоб он откис. Спам, спам, еще больше, еще. Боже, как мне не хватает сейчас рефрешера Некромикона, и чтобы у меня этот орк-жрец был в 3 звезды. Ну, минус 15 это мало. О, наныл. Но так как у меня уже есть 2 яйца, может быть, повезет. Придет еще 2 орка-жреца, и будет все замечательно. Я соберу его в тройку. Был бы он у меня в тройку, было бы вообще все шикарно. Эмбер с аганимом, это плохо. Еще и 9 убийц. Да. Как ситуация из резко стабильной перешла в резко нестабильное? На самом деле, мне нужен орк-жрец. Еще 2 орка-жреца, я соберу его в тройку. Я буду искать себе, скорее всего, предмет 4 тира. Мне нужен рефрешер и некра. Нет, нет, молю, не ваншотай. Пощади. Вдох, выдох. Используем медитацию. Опа. Вот это нам надо. Вот это нам надо. Мартретка у него шикарная. Хорошие предметы у мартретки. Очень даже хорошие. И вот загвоздка. Какая реликвия мне сейчас нужна? На самом деле мне реликвии по шмотке нужны. Типа, либо пусть мне мастерская бума сейчас упадет. На 30-м раунде. Если я, конечно, сейчас не откисну. Так, Silence. Плохой Silence прилетел.
Это Дум. Дум прилетел, мне неприятно. Еще один раз Дум он мне накинул. Хватит, а? Душнило, а не Дум. Я бы мог намного больше ему снести, но Дум не прилетал в этого орка-жреца. Плохо. Я на всякий случай, наверное, одну фигуру доставлять не буду. Я как-то не верю в свой стол. 6 винстрик. У всех так мало хп, один убийца в 49 хп сидит. Ну, кстати, еще и инсектоид там винстрик имеет. Метаморфоз неплохо бы мне зашел. Я себе хотя бы мог хп тогда поднять. Хотя бы по чуть-чуть, но я бы хп себе подымал. Так, нормально. Вроде бы мобов я должен затащить. По крайней мере, у меня спам хороший. Фигур идет. От орка-жрецов. Так, ну все, это победа. Это победа, 100%. Громозавр под рогом войны мне засумонился. Шикарно. Мастерскую буму возьму. Ух ты, ё. Ой-ой-ой. Блин, а жалко-то как. Я так не хочу орка-нежить, нежить жреца продавать. Но надо это делать. Надо это делать, потому что орк-жрец в 3 звезды намного лучше. Я сейчас, наверное, буду предметы переделывать. Сейчас мастерскую буму юзаем, переделаем предметы. Давай, рефреш. Сейчас такой контент будет. Все, орк-жрец 3 звезды, я теперь более чем уверен в свою победу. Единственная проблема это вот топ-1. Топ-1 это будет заноза. Я думаю, все понимают, по каким причинам он будет для меня занозой. Магов я сейчас... Хотя, на самом деле, магов надо опасаться. У меня хоть и есть шар бездны, но этот шар бездны как бы, ну... Может мне не помочь. Стырил у него Эмбера. Сюда, дорогой, иди. Ой, как... Ой, минус 2 сделал. За один раунд минус 2. Прекрасно. Новости хорошие. Мясы закинул в орка-жреца. Это мне необходимо. У него мартретка с медальоном, это плохо. Мне бы некромикон сейчас какой-то. Но я пока не могу ничего делать. Точнее, я не могу пока что скипать предметы. Я бы мог шарбезный сейчас скипнуть. Но из-за того, что там есть маг, пока что я не хочу этого делать. Еще есть инсектоид. Вот инсектоид это та зараза, которая будет меня душить, скорее всего. Я, кстати, себе предметы закинул сейчас в Грангеральда из-за того, что у него есть Дум. Если этот Дум накинется в мартретку, у него не будет отхила, естественно. Будет все замечательно. То есть полезный персонаж. Главное, чтобы Дум залетел как надо. Нет. Нет, отстань! Как мне сейчас повезло. Это было очень... О, сюда. Сюда, винстрик, дорогой. Сюда, дорогой. Ой-ой-ой, сюда, сюда, сюда. Давай. Это мои деньги. Все, кстати, маг вылетел. Можно сейчас и предметы паролить. Вот так вот сделаю. Давай. Честно, я хочу взять клинок, где они. Это миссы. А так как у меня есть еще и медальон первого тира, все, оно там немножечко засуммируется, у меня будет куча миссов, и у меня будет шанс, ну, точнее, у меня будет время, с помощью которого я смогу засуммонить еще несколько фигур, пока меня мартретка пытается попасть. Хотя, если мартретка меня один раз, ну, скажем так, прямое зарядит между глаз, то все. Только не Дум. Только не Дум, пожалуйста. И у меня сейчас вся игра зависит только от моего орка-жреца.
Только не Дум. А, там Дум навис уже на Дума. Отлично. Фух. Знаете, что обидно? То, что это картинка. Очень обидно то, что эта картинка ко мне пришла. У меня есть проблема. У меня есть огромная проблема. Я надеюсь, что мне так же само повезет, как повезло до этого против него. Точнее, вот как сейчас повезло. Что у меня Гранд Геральт накинет Дум на Дума его. И тогда будет все замечательно. Я ему минус 30 выкатил на лицо. Хотя на самом деле мне, наверное, больше всего нужно опасаться этого вот убийцу. У него жесткая мартретка. Плюс у него медальон. А из-за того, что у него есть медальон, я не могу взять его под контроль. Но единственное то, что меня радует, это то, что он из топ-1 слетел пока что в топ-3. Но у него все еще впереди. Все еще у него впереди. Так, дубль номер 2 против инсектоида. Давай. Так, Я тебя обожаю, Гранд Геральт. Ты просто лучший. Лучший. Лучший Гранд Геральт, который только может быть. Стырил Дум, закинул Дум. Еще и в Думу противника. Еще там орк-жрец у него был, который сдох, и я засамонил его орка-жреца. Шикарно. Все, пока. Hasta la vista, baby. Отдыхай. Погулял на своих инсектоидах, молодец, отдыхай. Минус 50 тебе в табло. Ну, чтобы ты как бы не расслаблялся. На самом деле, вот у меня теперь загвоздка. Мне брать уровень, чтобы поставить, допустим, того же самого Дума. Либо же мне не брать уровень и ролить фигуры. Я как-то склоняюсь к тому, что мне, наверное, лучше поролиться. Кап у меня уже есть. Сильнее я себя особо не сделаю. Да, я могу поставить гарантированно Дума, но будет ли от этого прок? У него еще там бессмертие есть. Я скорее тут топ-2 займу. У меня есть лютое подозрение, что я займу здесь топ-2. Хотя, если у меня будет достаточно предметов на точнее, на контроль, то будет вообще шик. Я возьму Башар. Я возьму Башар. По-любому. И... Некра! И цепочку. Ладно. Ну, нет некров, значит цепочка. Сейчас объясню, почему я так сделал. Смотрите. Мартретка, она ближнего боя. Она ко мне подойдет, получит стан от Башара. А это, естественно, 5 секунд времени. Цепочка, она накинется на Мартретку, потому что она самая дамажная там из всех. А из-за того, что она там самая дамажная, то цепочка будет постоянно еле лететь. И, соответственно, у меня будет еще 5 секунд времени на то, чтобы, во-первых, уничтожить половину его стола, так как я возьму его половину стола под контроль. Они будут их мутузить пока что там по полной программе. Плюс Мартретка все это время будет стоять АФК. То есть у меня будет 5 секунд времени, и за 5 секунд времени у меня есть возможность вынести половину его стола будет. А, соответственно, это время для орка-жреца, который будет сумонить. Вот, видите то, что я говорил? Отлично. Нет! Дум не скидывается бессмертием. Не понял. Все, пока. Think about. Просто переигран и уничтожен. Переигран и уничтожен. Легчайше. Даже не вспотел. Даже не вспотел. Но мартретка у него красивая. Очень красивая мартретка. У него даже МК хороший. То есть, ну, у него прям все четко. То есть, там все по фэншую у него. Это была реальная красивая катка. Честно, я не думал, что я даже топы займу. Я думал, это будет неудачный дубль, а не каточка. А по итогу получилось во. Not bad. В общем, цепочка — это время.
Башер — это время. Баш на 5 секунд, она, соответственно, подошла бы к моему этому орку-жрецу. Она бы получила башер, соответственно, потому что она первый таргет была бы. И цепочка, которая дает на 5 секунд прям кучу законтролить, это прям то, что доктор прописал. Так как у него мартретка main damage dealer, она еще всех кучно поставила, вот, чтобы 100% моя цепочка всех оцепенила. Переигран. Просто переигран. Все. Все. На самом деле мне хватило мне еще без оружия. Был бы я без оружия, вообще было бы шикарно. Но кап это все-таки рефрешер, некра. Ну, я думаю, все. А, не, рефрешер, некра, рок войны. И в принципе все. Можно еще предмет вот третьего тира, бусы взять на массовый отхил. И если нету чистого урона, то можно еще кирасу пятого тира взять. Это для того, чтобы они плотные были. Но в целом, самый лютый кап это все-таки рефрешер, некра и рок войны. Если, конечно, там есть контроль какой-то, либо что-то еще, то лучше БКБ взять. Ну, знаете, чтобы перестраховаться. Но я больше всего доволен, то, что я вынес инсектоида. Я даже не особо доволен, как я вынес убийцу, хотя на самом деле грех быть тут недовольным. Из такой ситуации выйти в такую, прям песня. Ладно, мне добавить здесь нечего. Единственное, что я хочу сказать, когда вы играете на богах-жрецах, то знаете, ваш кап это 9 уровень. Можно, конечно, там вывернуться в 10-й, докинуть 10 уровне, там, допустим, орка-шамана того же самого, но знаете, я когда в обычных играх беру ранний 10 уровень, и то не уверен, что ко мне придет легендарная фигура в 2 звезды, потому что у меня там 6% шанс, и нужная фигура не факт, что упадет, поэтому тут, короче, сказка о двух концах. Я считаю, что кап это 9 уровень. Можно, конечно, там собирать параллельно еще какую-то легендарную фигуру. Тут я особо не поверил в орка-шамана, хотя на самом деле он мне так жестко шел, что нужно, наверное, было все-таки собирать его. Нужно было бы, скорее всего. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И, соответственно, что думаете насчет орка-шамана, тоже напишите в комментариях. И я хочу напомнить, 50 лайков под этим роликом, и я буду собирать богов-орков. Давненько я на них не играл, соответственно, надо же их как-то реализовать. Поэтому для вас это обычные лайки, для меня это мотивация. 50 лайков, и я увижу ваш ответ, хотите вы этот билд или нет. Всем спасибо за просмотр, не забываем подписаться на мой YouTube канал и Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!